Привет! Возможно, сегодняшняя модель наушников и лишена крутых и модных современных наворотов, но от этого она не перестала быть интересной. Максимально удобные чаши звуководов, короткие тонкие ножки, автономность выше 5 часов на 100% громкости и при этом довольно годное басовитое звучание. Именно так кратко можно описать новые наушники-вкладыши от Edifier с коротким лаконичным названием X2. Ну а теперь, если тебе стало интересно, я расскажу про эту новинку более развернуто. Итак, Edifier Airbuds X2 отличается компактностью не только в плане самих наушников, но и pocket-friendly исполнением зарядного футляра. Он здесь миниатюрных размеров и выполнен из того же матового пластика, что и сама гарнитура. Собран кейс хорошо, крышка не шатается и не люфтит, как в открытом, так и в закрытом положениях. Петля пластиковая с установленным в нее доводчиком. На передней стороне имеется крохотный вырез под статусный светодиод, а в нижний торец встроен разъем для зарядки USB Type-C. По сути, саму лампочку назвать информативной довольно сложно, ведь загорается она лишь в момент подключения зарядного кабеля. Узнать количество оставшейся энергии в аккумуляторном блоке футляра никак нельзя, что совершенно неудобно. Фирменной программы по настройке для этих наушников не предусмотрено. В любом случае, при стоимости устройства в плюс-минус 15 баксов не могу назвать это каким-то существенным минусом. Мало кто вообще таким заморачивается в своих бюджетных моделях. Для подключения наушников к смартфону их необходимо достать из кейса. В паре главного нет, и ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. Переподключение бесшовное. Из интересных конструктивных особенностей, помимо компактных размеров, очень порадовало, что на звуководах установлена металлическая, а не тканевая сетка. Также отличным решением было сделать корпуса наполовину матовыми, а наполовину глянцевыми. Матовые они именно в тех местах, где чаши касаются ушных раковин. Благодаря этому наушники крепче держатся и не выскальзывают при длительной носке. Из не очень приятных моментов в конструкции отмечу световые индикаторы. К сожалению, они перемигиваются раз в несколько секунд. Но сразу же уточню, что происходит это лишь когда музыка в наушниках не играет. Во время воспроизведения диоды гаснут. Как я уже сказал в самом начале, наушники удобные и в силу своих размеров должны подойти большинству пользователей. Кстати, по своей форме они почти как две капли воды похожи на недавно обозреваемые мной вкладыши Miif Marshmallow, только эти черные. За передачу звука в Edifier X2 отвечает модуль Bluetooth версии 5.1, а кодировка осуществляется посредством единственного доступного аудиокодека SBC, что в свою очередь никак не портит восприятие звуковой картины в целом. Разумеется, феноменальной детализации из этих вкладышей ты не получишь, ценник немного не тот, но при всем при этом и плохим их звучание назвать довольно сложно. К моему удивлению, несмотря на форм-фактор, наушники выдают неплохие низы. Да, они конечно не басхедные, но иногда даже более дорогие варианты вкладышей на такое не способны. Средние частоты немного плосковаты, в особенности это чувствуется на вокально-инструментальных композициях, а вот, к примеру, современную электронику или же популярную музыку слушать довольно приятно. Звучание мягкое и перепонки не напрягает, верхние частоты умеренные и не выделяются на фоне всего остального. По части максимальной громкости здесь все в порядке, но без огромного запаса. В принципе, слушать на максималках музыку в них можно с легкостью, что я собственно и делал. Помимо всего прочего, наушники очень удивили меня своей автономностью. В моем тесте на 100% уровне громкости на одном заряде они отыграли 5 часов и 28 минут, при этом сели одновременно. Если честно, я даже не представляю себе, как такие малыши смогли столько вытянуть. В общем, по автономности здесь однозначно зачет. Также в самом начале ролика я не зря упомянул, что наушники довольно простые и лишены современных наворотов. С одной стороны, для кого-то имеющихся функций будет маловато, а с другой, далеко не все производители в эту цену предлагают даже такое. Итак, по двойному касанию на любом из наушников можно поставить трек на паузу или возобновить прослушивание. Также данное действие отвечает за прием входящего звонка. Тройное касание на правом наушнике переключает композиции вперед, а потому же действие на левом неожиданно зашито переключением между игровым и музыкальным режимами. Отмотать текущий трек в начало или же включить предыдущий с самих наушников никак нельзя. А вот действие по удержанию пальца на сенсоре любого из наушников в течение 3 секунд вызывает голосового ассистента. Регулировка громкости, а также датчики автопаузы в устройстве отсутствуют. И если же вернуться к игровым возможностям наушников, то данная опция в принципе рабочая. В своем тесте на
популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результат в интервале от 200 до 240 миллисекунд. Поиграть, конечно, можно, и через какое-то время даже начинаешь привыкать к такому исходу, но это лишь в том случае, если баталии динамичны и ты являешься не профи игроком. С ютубом же картина намного лучше. Мобильное приложение данного сервиса работает без слышимых задержек и ролики можно смотреть с комфортом. Ну а теперь я предлагаю послушать, как здесь работают встроенные микрофоны. От себя лишь добавлю, что для своей цены результат записанного теста меня порадовал. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках, бюджетных наушниках, вкладышах Edifier X2. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна двух сторон. Никуда начинаю правильно сдувать такой ветер, плюс есть шума дороги, от машин, которые мимо проезжают, рядом со мной едут. В общем, как-то так справляются микрофоны в этих наушниках, как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать при вот таких условиях обстановки. Ну и разумеется, по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Таким вот образом она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот фрагмент я оставил, чтобы ты послушал, при каких условиях данный тест проводится. Ну и как-то так отрабатывают эти наушники вот в таких вот шумных условиях, да, без ветра, но при всем при этом в машине довольно-таки шумно. Это проверочка микрофонов в наушниках от Honor Choice. В общем, вот так вот они звучат на улице. Здесь, конечно, машины не особо ездят, но тем не менее, вот рядом чувак паркуется, в принципе, можно послушать эти пропеллеры еще. И плюс, если я сейчас повернусь, вот так, мне Итак, друзья, еще раз всем привет. Это уже тест работы микрофонов в наушниках Edifier X2. Вот таким образом они звучат. Я поворачиваюсь к ним, начинаю ветер, так же, как и в Choice. И, собственно, можно примерно прикинуть разницу работы микрофонов в этих двух наушниках. Но вот так отрабатываются микрофоны в наушниках Edifier X2. Это наушники вкладыши за примерно 1000 рублей, там плюс-минус они стоят. Так отрабатывают у них шумодавы. Я сейчас на самом деле нахожусь в довольно шумном месте. Это торговый центр, в котором, собственно, есть такой вот ряд с едой. И здесь люди кушают, общаются, и довольно-таки сильный гул стоит, поэтому, в принципе, можно примерно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать вот в таком вот примерном месте, как здесь. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что при всем своем скептическом настрое к данным наушникам они смогли меня удивить. Разумеется, учитывая стоимость, ожидать от них феноменальных показателей было бы глупо, однако их автономность, звучание и исполнение в целом могут прийтись по душе многим любителям вкладышей. Данную модель можно смело использовать, к примеру, в качестве вторых чисто настольных наушников в домашнем быту, ну или как вариант купить своему ребенку. Эта гарнитура не будет столь вредной для слуха, нежели какие-нибудь бюджетные затычки. В общем и целом, наушники своих денег стоят и обязательно найдут своего покупателя. И вот на этой прекрасной ноте я готов поставить точку в данном обзоре. Edifier X2 мне понравились. Спасибо тебе за просмотр и увидимся в следующем моем видео. Пока-пока.